Легендарные ведущие. Харизматичный Андрей Бедняков и импозантная Настя Ивлеева решили выяснить, кто же из них круче. В новом, самом драйвовом, самом грандиозном, самом масштабном и самом эпичном сезоне «Орла и решки». Hello. Thank you. Ого. С премиальной картой MasterCard мой уикенд всегда на высшем уровне. Мы никогда не думали, что произнесем эту фразу снова, но, друзья, это «Орел и решка» Ивлеева И Бедняков. Боже, это сумасшедшая слава. Together, как говорится, в right now. Мы прилетели в Милан и готовы неистово ворваться и раздать качественного контента. Ну, я, во всяком случае, точно не знаю, как ты. Тебя не было ого-го. Ой, я рад тебя видеть. Орел, Решка. привет, Милан. Я рад вернуться, Орел и решка. Мне кажется, это какая-то подстава, потому что просто тебя давно не было, и все специально договорились о том, чтобы... Короче, держи рюкзак, кто из нас старый, ты бубнишь, кстати, бубнишь. новый рюкзак, дорогие друзья. Да-да-да, рембрендинг. И как он прекрасно Ребрендинг. подходит Насте, согласитесь, под цвет ее лица. Идеальное сочетание. Синий, синий. Ты так у меня в телефоне записано. Настя синяя. Карточку давай. Ненадолго. Понимаете, я даже не знаю, на что реагировать. Я вот с рюкзаком, у меня $100. Так, такси, автобус. Я, Андрей Бедняков, откровенно заявляю, я ни разу не был в Милане. Я Настя Ивлеева, и я тоже ни разу не была в Милане. А это значит, что впереди у нас крутейший уикенд в одном из самых крупных. Из самых красивых городов Италии. Привет, Орел и решка. Привет, Милан! Как я по тебе скучал, как я по тебе скучал, моя ты малышечка. И скучал еще по консьерж-сервису от премиальной карты MasterCard. Это же круглосуточный помощник в путешествиях. Это очень удобно, ребята. Вот уже и машинку мне организовал. Ай, красоточка! Люксовый, стильный, с характером настоящего итальянца. Самый заряженный кроссовер Альфа-Ромео. Тюнингованный Альфа Ромео Stelvio Quadrifoglio – это самый быстрый кроссовер в мире. 600 лошадей под капотом. Слышите? Ну все, не рычи, мы подружимся, успокойся, малыш. Мы подружимся с тобой, все будет хорошо, не переживай. Разгон до 100 километров за 3,8 секунды. Ёлки-палки. А максимальная скорость – 283 километра в час. Куда я понимаю скоростуха? Мне нравится такое, ребятки. Вот только радоваться мне пришлось недолго. Строгие ограничения по скорости. Для чего покупаются такие тачки? Ведь везде, в Европе, в Италии в частности, едут 90-100 километров машины. Где ты разгонишься, я не понимаю. Обменяв доллары на евро, я по традиции пошла искать бюджетный способ добраться в город. Итак, друзья, из аэропорта можно уехать 3 способами. Первый
Такси. Стоит это минимум 80 евро. Второй поезд 13 евро. И третий автобус 8 евро. По-моему, выбор очевиден. Каких-то 50 минут, и я буду в центре Милана. Alright, until she tells him everything. Those white lies, the kind of ones that get you in the papers, the ones read by your grand on a Sunday afternoon. Ух, ребятушки, приплыли. Вот мы въехали сейчас в город, тут вообще ограничения. 50 километров, а вон 30 я даже вижу. Как я буду здесь на своей тачке ехать 30 километров? Вот помните, когда мы ехали там из аэропорта 90, я говорил медленно? Нет, то мы участвовали в гонках Формулы-1. Что ж, не удалось погонять по Милану, будем его рассматривать. Итак, что мы знаем о Милане? Это второй по величине город Италии. Деловой и экономический центр страны. И одна из 4 мировых столиц моды. Слышите? Слышите, чем пахнет? Правильно, модой пахнет. Этим словом пропитаны каждые улицы, каждый уголочек. Миллионы туристов приезжают сюда для того, чтобы просто пошопиться, походить по магазинам, оставить кругленькую сумму и повыходить вот с такими огромными сумками и баулами. Как вы поняли, сюда приезжают только стильные, модные люди. И Настя Ивлеева. Вон, у них даже памятники моде посвящены. Памятник «Иголка-нитка-узелок» — это символ главной индустрии города, которая, между прочим, ежегодно приносит в казну Милана порядка 70 миллиардов евро. И в этот уикенд я увеличу бюджет города, потратив на шопинг кругленькую сумму. Я им покажу, кто здесь самый стильный парень. Сейчас. Практически все туристы, которые прилетают в Милан, направляются на улицу Монте-Наполеоне. Именно здесь собраны все крупнейшие магазины. Дольче Габбана, Прадо, Луи Виттон, многие другие богатые бренды. На улице в 585 женских шагов расположилось 85 лучших мировых брендов и 200 витрин с самой модной на сегодняшний день одеждой. Но есть один минус. Монте-Наполеоне – одна из самых дорогих улиц в мире, и шопинг здесь – удовольствие далеко не для всех. Такое ощущение, что меня специально просто человечка бросили, знаете, на амбразуру. Я очень давно не была на шопинге, ну очень давно. И, конечно же, когда женщина изголодавшаяся, ее кинули на улицу, где просто бренд за брендом, шмотка за шмоткой. И, конечно же, как? Правильно, без денег. Обожаю. А что, просто посмотреть тоже клево. Пуховик Монклер. Ну, это, конечно, откровенный трындец, товарищи. И не удивлюсь, если это еще стоит миллиард денег. Ну вот, пожалуйста, 1600 евро. Ну, короче, нормально стоит. Но это того не стоит. Или, например, вот. Чудотворное платьишко Versace. 8000 евро. Как раз столько, сколько у меня нет. Ну или это. Пляжное полотенчико фирмы Hermès. Или, как говорят французы, Hermès. 400 евро. Как вам такое? Друзья, ну, конечно, это было ожидаемо. Бюджетному туристу на улицах Монте-Наполеоне ловить абсолютно нечего. Но не единым шопингом славится Милан. Поэтому go со мной, я покажу, на что здесь можно потратить деньги. Еще одно знаменитое место для шопинга в Милане – галерея имени короля Витторио Эммануила II. Один из самых старых торговых центров в мире. Добро пожаловать в место, которое есть на фотографиях, наверное, у каждого туриста, приезжающего в Милан. Мекка всех модных, стильных людей. Пипец, какая красивая. Построили галерею более 150 лет назад. Над ее строительством трудилось несколько сотен декораторов, стекольщиков, гончаров, кузнецов, которые за 2 года создали настоящее произведение искусства. Вы только посмотрите на эту красоту, потрясающая архитектура, и все это под стеклянным куполом.
Раньше здесь продавали книги, шляпки, цветы разные. Артисты устраивали представления, а интеллигенция отдыхала в ресторанах. Сейчас же тут расположено более 30 бутиков с одеждой знаменитых кутюрье. Интересно, что сами дизайнеры выкупили квартиры на 2-м этаже и проживают над своими же магазинами. Правда, говорят, очень шумные соседи. Их так, чуть-чуть. Наверное, десятки тысяч, которые здесь ходят. По статистике, ежедневно галерею посещают около 50 тысяч посетителей. Они все сюда приходят, фотографируются. Даже если они ничего не покупают, они вот здесь вот стоят на фоне вывесок. Галя, сфоткай меня возле Гуччи, а вот здесь, возле Прада. Такой туристический сквозняк. Из одного крыла заходят, в другое выходят. Так, сейчас я проверю, что из себя представляют ваши Гуччи, Габбаны, эти Зары. Зара — это не мой текст, это Ивлеевый текст. Я пришел в брендовый бутик топового итальянского кутюрье Роберто Кавалли. I want to look like President of Italy. We can find for you something special. Okay. Бренд Кавалли известен своей элитарностью и шиком. Среди его клиентов Элтон Джон, Бриджит Бардо, Майкл Джексон, Шакира, Кристина Агилера и, возможно, Андрей Бедняков. Начнем, ребята. Буду мерить все. Бабки есть, бабки не проблема. Bring me up, you never let me down. You take the mess that I have made and you turn it around. You and I, yeah, we're ready to go. Yeah, we're dancing in the afterglow. I'll take that. Thank you. И кроссовочки, наверное, на сдачку какую-то возьму. Давайте вот эти. Кроме дорогих тряпок, в Милане есть и настоящие ценности. И я вам это сейчас докажу. Ой, друзья, ну говорила же. Не одними тряпками Милан богат. Вот она, главная достопримечательность, главное богатство города. Кафедральный собор Дуомо. Один из крупнейших готических соборов мира. И единственный, построенный полностью из белого мрамора. Между прочим, мои дорогие любители качественного контента, этот собор отстроили в 1386 году. И каждый раз, когда я вижу такие невероятные сооружения, у меня только один вопрос. Как? Как это можно было тогда построить? И потратили на это более 600 лет. Невероятно amazing. Собор украшает 3400 статуй и 135 шпилей, устремленных в небо. Подойдя ближе, ты наблюдаешь, насколько все в деталях. Просто как каждый вензелечек, каждая вырезка, каждая скульптурка. Их здесь тысячи. И, понятное дело, на нее требуется очень много времени. Только посмотрите на эти двери. Внутри собор выглядит не менее величественным. Друзья, ну вот эти витражи – это вообще отдельный разговор. Я могу сказать смело, что за всю мою историю путешествий, вот в скольких соборах я была, этот, наверное, самый эпичный, самый масштабный и, по моим меркам, самый красивейший из всех, которые мне доводилось увидеть. Но помимо разноцветных витражей, многочисленных скульптур и 100-метровых колонн, внутри собора хранится важнейшая святыня.
Вот видите эту красную точечку наверху? Там гвоздь. Поговаривают, что это гвоздь, которым распяли самого Иисуса Христа. И раз в год в честь этого устраивают праздник в честь гвоздя. В общем, в этом храме артефакт на артефакте. И артефактом погоняет. Будь я бы человеком, который считал, что должно войти в чудеса света, я бы этот собор обязательно бы туда добавила. Кавалли, Гуччи, Булгари – это давно уже не только одежда. Эти бренды выстроили целые отели. И в Милане для богатого туриста вроде меня единственная проблема – это выбрать, в каком именно поселиться. Я выбрал 5-звездочный Армани. Он расположен в историческом здании, которое специально перестроили в виде фирменной буквы «А». В ножках буквы разместили 95 роскошных номеров, а между ними обустроили поле для гольфа. Hello, I need the best available room in your hotel now. О, как я мечтал сказать эту фразу, ребятки. Thank you very much. Thank you very much. Я пипец богач. Поехали. Итак, мой номер на сегодня – апартаменты люкс от Армани. Добро пожаловать. Ну давайте посмотрим на номер стоимостью в 5000. Им оказался двухэтажный пентхаус площадью 180 квадратных метров. Это даже больше не номер, а какой-то дом. На первом этаже расположилась гостиная в типичном для Армани элегантном сдержанном стиле, а также личный тренажерный зал. Здесь я буду держать себя в форме. Здесь я буду качать свои мышцы. Здесь мой пресс будет становиться отчетливее. Здесь мои руки будут как у Халка. Здесь я не проведу ни секунды. Как и всегда, если у тебя есть в отеле спортзал. Но здесь прям даже не в отеле, а в номере. На второй этаж ведет черно-белая винтовая лестница. А сейчас я сделаю то, чего я не делал, наверное, уже года 3. Но я делал это постоянно и очень люблю это делать. 1, 2, 3. О! Я дома. Прекрасно. Но главное в этом номере абсолютно не квадратура и даже не количество комнат. Вся мебель в этом номере, она не от мебельной фабрики «Два бобра». Вся мебель от Армани. Например, вот это симпатичное кресло стоит... Ну а если вдруг при выселении вы захотите взять с собой под мышкой вот этот диван, на котором спали, то он обойдется вам вот во столько. Цветок Армани. Стол от Армани. Стул от Армани. Бедняков от Армани. В общем, куда ни глянь, везде бренд. Карта, она не вечная. Завтра я буду победным, поэтому надо все думать заранее. Халат еще заберу. Халат, кстати, тоже от Армани. О, тапки! Пока Бедняков пытается скрыть свой возраст, я продолжила знакомство с городом и вот что заметила. Милан – это не только древности и мода, а вполне себе современный город. И если вы думаете, что это что-то неприличное, это значит любовь. По-английски love. И это авторская аббревиатура от слова «свобода». Ненависть, месть и вечность. В общем, как и в большинстве случаев, понять значение современного арт-объекта сможет не каждый. Но вообще, на самом деле, я бы такое установила себе в саду, потому что эта штука как смысл жизни. А вот еще один арт-объект города – стена кукол. Поначалу может показаться, что это магазин каких-то страшных игрушек на Хэллоуин, который закрылся десятки лет назад.
Но на самом деле, друзья, эта стена призывает бороться с домашним насилием. Именно это автор хотел показать и отразить вот в этом всем великолепии. Изначально размер этой авторской инсталляции был меньше. Но в скором времени стену начали дополнять куклами сами жители Милана. В основном женщины, которые подвергаются физическому или психологическому насилию в семье. Так, в Италии за последние 10 лет от рук своих близких погибло более 3500 женщин. Мировая статистика выглядит еще более печальной. Ежегодно от насилия в семье умирает около 50 000 девушек. Честно говоря, друзья, помимо того, что все это выглядит крайне жутко, здесь энергетика, в принципе, очень тяжелая. И вот меня посетили мысли, а при виде такой композиции задумывается ли кто-нибудь над тем, что действительно нужно что-то менять, что-то делать, есть ли какой-то призыв к действию. И вот когда я сюда пришла, я поняла, что эта штука работает, потому что ощущение просто нереальное от того, как это все тяжело, от того, как это все страшно, и действительно с этим нужно бороться. Дай бог, чтобы так и было. И, наконец, символ инноваций города. Здание, от которого вас точно снесет крышу. Вертикальный лес. Вертикальный лес – это уникальный проект, идея которого – создать экологически чистый квартал в спальном районе. На крыше небоскребов размещены солнечные панели, которые обеспечивают комплекс энергии. А все сточные воды здания проходят фильтрацию и используются повторно для полива растений. В общем, такой себе оазис посреди мегаполиса. Но, честно говоря, назвать его полноценным лесом трудно. Итак, давайте сравним с настоящим горизонтальным лесом. Количество деревьев в вертикальном – 1000 деревьев, 5000 кустарников и 11 000 травяных дорожек. В настоящем от 1500 до 5000 штук. Время создания – вертикальный 5 лет. Настоящий минимум 40. Наличие зверей в вертикальном, ну, разве что какие-то домашние питомцы. В настоящем, ну, понятное дело, много всяких опасных хищников, белочки, там, мышки, лисички, дятлы, в общем, всяких разных. Стоимость жилплощади в вертикальном 15 000 евро за квадратный метр. В настоящем лесу, ну, скорее всего, это проблематично. Ну, разве что договориться с лесником. Ну, в общем, разницу вы поняли. Поэтому вывод такой, друзья. Берегите лес, иначе скоро с природой придется общаться только за деньги. Вы думаете, что для дорогого именитого бренда открыть множество магазинов или даже свой собственный отель – это все? Предел? Нетушки, ребята. Тут практически у каждого бренда есть свой собственный ресторан. Что? Вы мне не верите? Сейчас покажу. В костюме от Кавалли, с запахом от Армани я пришел в брендовый ресторан Трусарди. Отличительные черты стиля Трусарди – это простота и естественность. Естественно, с безлимитной карточкой я арендовал весь ресторан. Сейчас я всем вам расскажу по секрету, никому не говорите, как выбрать хороший брендовый ресторан в Милане. Первое. Бренд обязательно должен быть узнаваемым, как, собственно, я пришел в ресторан Трусарди. Второе. У этого ресторана обязательно должна быть звезда Мишлен. У моего ресторана она есть. Ну и третье, ребята. Должен быть потрясающий вид. У меня все на месте, значит, я выбрал правильный и хороший ресторан. Блюдо я выбрал тоже непростое. Традиционную котлету по-милански. Это телятина на кости в панировке. Подается с картофельными чипсами и ягодным соусом. Выглядит аппетитно, даже несмотря на то, что здесь панировочка. Обычно для меня, когда я вижу панировку, это означает, о, все, нездоровая пища. Сейчас попробуем. Вкусно.
Вот вкусно, но все равно немножечко как-то я не понимаю эту панировку. Она немножко так отталкивает от самого вкуса мяса. А мясо-то нежное, вот если посмотреть. Очень классно приготовлено. Как Настя Ивлеева в шортах. Гуляя по Милану, я тоже знатно проголодалась. Да, поесть в Милане стоит минимум 15 евро. Но благо у меня припасено несколько лайфхаков, которые помогут сэкономить и остаться сытыми. Итак, лайфхак номер 1. Если вы хотите познакомиться с местной кухней, приходите в Панзеротти Луини. Панцеротти – это традиционные итальянские пирожки из дрожжевого теста, жареные во фритюре. Что-то я не ожидала, что здесь такой огромный выбор булочных изделий. Здесь их продают уже более 70 лет и называют панцеротти Луини в честь первой владелицы заведения. Выглядит все супер аппетитно. И главное, что я вижу, что все супер дешево. Ну, не супер, но достаточно приемлемые цены. Значит, есть популярная, самая, говорят, с моцареллой и томатами, есть с солями и с еще бог не весь чем. Но я думаю, что я остановлюсь на том, который с пепперони. Солями. 2 евро 80 центов, и мой обед у меня в руках. Ну, пахнет, я вам скажу, очень аппетитно. Даже чем-то отдает, знаете, на беляш. Запах беляша. Сочного, вкусного беляша. Ну что, пробуем? Ну, чтобы добраться до начинки, нужно мне неплохо так тесто поесть, потому что сейчас я откусила исключительно тесто. Это однозначно вкусно, но, откровенно говоря, шедевральным эти луини назвать нельзя. Вот с точки зрения, если ты голодный, и у тебя небольшое количество денег, думаю, что вот этим пирожком ты, конечно, насытишься. Но по факту этот пирожок ничем не отличается от тех, что готовят у нас с вами. А еще это очень жирно. Ну, в общем, соу-соу, дорогие товарищи, соу-соу. Лайфхак номер 2. Если хотите выпить бесплатный кофе, идите в туалет галереи Витторио Эммануила. Друзья, покажу вам сейчас один лайфхак. Итак, в чем же заключается мой лайфхак? Вы покупаете билетик за 1 евро в уборную комнату. Идете туда, прихорашиваетесь, причесываетесь, а потом за этот же 1 евро на этот же билетик бесплатно приобретаете кофе. Для бюджетного туриста очень выгодно. Ну что, go за эспрессо? Вуаля, дамы и господа, 2 в одном. За 1 евро вы получаете туалет и потрясающий забористый эспрессо. И, наконец, лайфхак номер 3. Пирожок с кофе – это, конечно, хорошо, но особо этим не насытишься. Поэтому, если вы хотите мощнейше заморить своего внутреннего червячка, пойдем со мной, я сейчас все покажу. А меня хлебом не корми, дай заморить внутреннего червячка. Друзья, здесь существует такая прекраснейшая традиция, как время аперитива. С 5 до 7 вечера вы можете прийти практически в любую кафешку, взять бокальчик животворящего, ну, например, белого сухого, и есть all-inclusive. В общем, есть все, что ты хочешь, и сколько ты захочешь. Именно этим я и собираюсь заняться. Слава богу, я не пью. В баре Манджента аперитив стоит 9,5 евро. И за эти деньги я взяла пасту, булгур с овощами, мясные тефтели, рагу, пиццу, салат с моцареллой, перец-гриль и оливьешку. Если заказать все это не во время аперитива, получится целых 62 евро. Так что экономия налицо. Для меня эта акция просто превосходна, традиция превосходна, потому что, ну, где дешево и богато еды, это для меня. Делается это для привлечения клиентов, поскольку, как принято, никто одним бокалом не ограничивается, и кафешке от этого только выгода.
Главное, что сытно и вкусно. И не надо на меня так смотреть. Просто есть вещи, которые тяжело принять. Ну а вечером все состоятельные и привлекательные отправляются пропустить стаканчик другой в бары, которые опять-таки принадлежат известным брендам. Я пришел в бар Кавалли, один из самых популярных в Милане. Интерьер для этого места разработан самим маэстро Роберто Кавалли. И каждый сезон именно он обновляет весь антураж с помощью своей же коллекции. Неизменным остается лишь одно – черная стойка бара. Hello. I would like to taste some cocktail. With a lot of alcohol, with... Just a second. Мама, ты смотришь? Чуть-чуть алкоголя. A little. A little? Yeah. Okay. Итак, коктейль «Страстный поцелуй» на основе водки с ликером из маракуйи, клюквенным соком и красной смородиной. Водка очень приятно чувствуется, легко. Это не то, что вот как раньше. Я-то знаю один коктейль, Йорш, когда с пацанами возле подъезда собираешься, пиво, водка, об колено, хрясь, жмах. Вот это коктейль. А тут я как бы еще не сильно силен, но буду разбираться с вами. Ну, водку я почувствовал сразу, ребята. Второй коктейль – «Искусство дракона» на основе джина с лавандовым сиропом, лаймом, гренадином и фруктом питахайя, или, как его еще называют, драконьим фруктом. Смотрите, как красиво. Это просто произведение искусства. Все так выложено аккуратно. Ох, это прям очень сладкий. Ребятки, сладющий, я бы даже так сказал. Вот мне кажется, что и предыдущий коктейль, и вот этот коктейль, это больше все равно для девушек. Красивых девушек, которые приходят сюда пообщаться, постоять, попить красивые коктейли, покайфовать. Нам, мужикам, надо что-то постронгер, более такое серьезное, сильное. Хотел сказать, это больше для Насти, чтобы Настя пришла. Ну, потом вспомнил Настю и подумал, нет, Насте бы в подъезде водки хряпнуть с огурцом, а не это. Ну и, наконец, третий коктейль под названием «Удиви меня». Это абсолютная импровизация, ингредиенты которой знает один лишь бармен. Ой, хороший, нравится мне вот этот. Я могу сказать вам, легенькие, не легенькие, сладенькие, не сладенькие, но алкоголь так постепенно к моей лысой макушке подступает. Тук-тук-тук, Андрюшка, привет, я алкоголь. Сейчас ты начнешь делать глупости, танцевать на столе и заказывать еду. Кстати, еда. Excuse me. Ну что, мои любители качественного контента, пришло время искать ночлег. Но поскольку в городе все очень и очень дорого, я решила отправиться за город, потому что там и природа красивая, и цены ниже. Я пришла на ЖД вокзал Милано Централе, который сам по себе уже является достопримечательностью. Вокзал Милано Централе – один из крупнейших вокзалов Европы. Здесь отстроили 24 платформы, но это, друзья, не главное. Только посмотрите, какая здесь красота! Инициатива создать такое массивное и монументальное здание принадлежала итальянскому вождю Муссолини, который хотел, чтобы даже вокзал вызывал трепет у приезжих перед силой и мощью фашистского режима. Да, скажу я вам, друзья, тут действительно очень красиво и залипательно. Главное не опоздать, Санечка. Давайте, родненькие. Санечка, давай бегом, опаздываем. Успели, заходи. И потом она мне говорит, типа, все новое, это хорошо забытое старое. Выскочка. Ютубер. Я 6 лет там был еще, 6 лет назад. Спокойной ночи. Спустя час, и я у озера Кома. Рассмотреть его ночью, конечно, не удастся, поэтому оставим это на утро. Ну что, друзья, по-моему, это идеальное местечко для того, чтобы разложить свой пентхаус.
Когда я собирала палатку, это было, по-моему, на Кубе. Это было давно, это было на энтузиазме. Но, с другой стороны, у меня выдалось такое лето, на шашлычках я не была, на озере не купалась, с друзьями вот это вот на речке не рыбачила, поэтому очень вполне себе даже приятный досуг. Ну что, дорогие друзья, Настюшка Опасность снова справилась с тяжелейшей миссией, что говорит о том, что женщина – легенда. И коня на скаку остановит, и палатку соберет, еще и палаточку лицом к озеру развернет, чтобы проснуться и обалдеть от того, как жизнь прекрасна. Доброе утро. Как спал? Я ж тебя на полу постелил. Залог доброго утра – это вкусный завтрак и хорошее настроение. И вот это она снимает? Как дизлайк поставить здесь? О, прости, мне не зашло. У-ля-ля! Друзья мои, а ночью-то я и не подозревала, что здесь так красиво. Озеро Кома входит в двадцатку самых глубоких озер Европы. Оно третье по величине в Италии. И, безусловно, одно из самых красивых в мире. А все благодаря чистейшей воде, которая берет свои истоки на вершине Альпийских гор. Вот это я понимаю. Мое первое доброе утро в Решке. Боже, как я скучала. Все, надеваю носочки и в путь. Да уж, мне бы не мешало голову помыть. Но из воды здесь только озеро. Хорошо, что я взяла с собой сухой шампунь Nivea 3 в одном. Он справится за минуту. Освежит волосы, еще и объемчика придаст. По-моему, супер. На второй день я тоже решил выехать за пределы Милана. В округе находится несколько уникальных мест, и я вам их сейчас покажу. Едем мы, значит, в тачке, а мне водитель говорит: братан, тут вот по дороге, ну, относительно небольшой крюк, интересная деревушка есть одна заброшенная, можем заехать. Я говорю: ну, конечно, что, я бензин буду экономить. И вот мы здесь, деревня называется Балестрина, и здесь, оказывается, по словам моего водителя, можно купить домик за 1 евро. В 19 веке горная деревушка Балестрина процветала. Фермеры производили здесь оливковое масло и богатели прямо на глазах. Но после разрушительного землетрясения 1953 года местные решили перебраться отсюда в более спокойные места. Сегодня, чтобы вернуть жизнь в деревню, власти начали продавать здесь дома по 1 евро. Кто риэлтор, ребята? Риэлтор. Кто риэлтор и логопед у вас? Но оказалось, весь этот шум с дешевым жильем всего лишь рекламная кампания. Скидка на покупку дается только итальянцам и только пожилым. Кроме этого, новый владелец должен обязательно привести дом в порядок за свой счет, а это обойдется как минимум в 25 тысяч евро. Так что делать мне здесь абсолютно нечего. Ведущие меняются как перчатки, но я рад, что остается кое-что с моих времен. Орел и Решка продолжает дарить бабло. У меня, к сожалению, не получилось в этой деревушке купить себе дом за 1 евро, поэтому я хочу оставить вам деньги на 100 домов. Ну или по курсу там 95, разберетесь. Я думаю, вам хватит. Ну что ж, сдаю координаты счастливой бутылки. Записывайте. Италия, деревня Балестрина, улица Кастелло, 8. Клад лежит в камушках. Лежит и вас дожидается. Все, давайте быстрее, а то придет Регина Тодоренко и заберет эти 100 баксов. Ей еще свадьбу 3-й раз отмечать. Поехали. В окрестностях озера Кома много достопримечательностей. И весь второй день я потрачу на знакомство с ними. У-ля-ля! Первая достопримечательность рядом с озером Кома – замок Вецио. Чтобы к нему попасть, нужно сначала приобрести билет за 4 евро. Спасибо.
Ну что, погнали? А потом долго и нудно подниматься в гору по серпантину. Помните, говорила, да, что скучала вот вся эта история. Забудьте, я поехала домой. Час в пути, и я на месте. Ну что, мои дорогие сладенькие, вот мы и пришли. Впереди у нас замок Ветсо. С этим замком связана одна мистическая история. Возвела его местная королева Теодолинда, в веке так в 12-м. И так он ей понравился, что после смерти ее душа вернулась сюда. И частенько проявляет себя, чтобы прогнать непрошенных гостей замка. В Орле и Решке мы частенько бывали в тех местах, в которых водятся привидения. Но впервые в истории программы мы вам его покажем. Нет, ну что вы хотели? Привидение средь бела дня? Серьезно? Друзья, ну это как минимум нужно дождаться какого-нибудь новолуния или подкараулить меня 1 января у подъезда рано утром. Пока Настя гуляет среди привидений, я решил прогуляться в саду. Но не в простом, а в подводном. Уникальный подводный сад Немо находится на дне моря. На глубине 9 метров. Это 6 подводных теплиц, в которых выращивается около 700 растений. Работает это так. Пластиковые полусферы с воздухом прикрепляются якорями ко дну. Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха и защищает растения от вредных газов. Солнечный свет свободно проникает под воду и удерживает определенную температуру – плюс 25 градусов. А это просто фантастика. Вы посмотрите, прямо в воде у тебя растения растут. И причем они не выглядят какими-то больными. Все сочное, все такое зеленое, красивое, маленькое. Прям хочется потрогать, но нельзя. Круто. А главное, такое ноу-хау имеет кучу преимуществ. Во-первых, это очень экономично и не требует почти никаких энергетических затрат. Во-вторых, во многих регионах планеты плохая почва и суровый климат, поэтому такой способ фермерства – идеальный выход для этих областей. А в-третьих, зелень, выращенная без химикатов, да еще и в такой идеальной среде, по вкусовым качествам оказалась даже лучше своих земных аналогов. Попробуем, к примеру, базилик. Видите, надо помыть руки перед тем, как сорвать листочек. Обязательно, чтобы твои руки помыла пресная вода, не соленая. Вау! Ребята, как же он пахнет! Ну, конечно, это может быть все здесь увеличивается в 100 раз, эти ощущения, ты кайфуешь от этого. Но запах действительно нереальный, очень круто пахнет. Это вкусно. Прям хочется нарезать tomato, cucumber. Ай-яй-яй-яй. Это очень вкусно. Я до сих пор не могу поверить, как такое может быть. Милан будто сшит кропотливым кутюрье. Элегантный фасон, Интересные детали. качественные материалы. Только стильные, модные люди. И Настя Ивлеева. Но несмотря на современный крой, в карманах у него полно раритетных штучек. Как? Как это можно было тогда построить? А главное, такой костюм понравится и богатым модникам, Я им покажу, кто здесь самый стильный парень. И бюджетным озорникам. Боже, как я скучала. Пипец, какая красивая. И не надо на меня так смотреть. Все, не рычи, мы подружимся, успокойся, малыш. Это значит любовь. Это не мой текст, это Ивлеевой текст. Обожаю. Выскочка. Ютубер. У-ля-ля. Бабки есть, бабки не проблема. Невероятный amazing. Бедняков от Армани. Шоу-шоу. Кто риэлтор и логопед у вас? Помните, говорила, да, что скучала вот вся эта история. Забудьте, я поехала домой.
вот жду его. Вот как можно быть таким невоспитанным, некультурным человеком? Казалось бы, 36 лет. Я вбил в навигаторе слово бедность и обреченность, и он привел меня сюда. Настя, я рад тебя видеть, привет. У-ля-ля, Андрюша. Можно тебя потрогать? Да Ты можно? просто выглядишь Конечно, как трогай. бог. Я знаю. От слова божественно. Я рад тебя видеть. Я соскучился. Не могу сказать того же, как Я твой про «Орел и букет. решка», не про тебя. Как тебе Милан? Ты знаешь, Милан очарователен. Здесь прекрасно можно провести время и со $100. Я вкусно ела. Я наслаждалась красотами. Ну и, в принципе, здесь полно приключений и видов, которыми можно наслаждаться, абсолютно будучи бюджетным туристом. Не вот эти вот ваши вот Круто. налево-направо. А у меня это, ну, кроме шуток, я не тратил чужих бабок 3 года. Ты свои-то тратил 3 года? Когда мама перестала мне давать деньги, высылать, я и перестал тратить чужие деньги. У меня был хороший отель, я ездил на ферму, все под водой, я там, значит, что-то смотрю. Ну, увидишь, посмотришь программу, у тебя же Да, я есть телек. посмотрю программу. У меня есть телек, Вот. да. И в завершении, я богатый, я не мог тебе не подготовить подарок. У меня есть для тебя подарок. Я как раз обожаю подарки. Давай, Андрюш, я готова. И подарок этот в том, что следующий выпуск «Орла и решки» ты тоже проведешь со мной. Пойдем, вот нам туда, вот эти мои ребята. Привет, пацаны. Уходим. Я наберу вас.